Всем привет! Это видео будет про бесплатные экскурсии в Италии. Например, 1 мая 2023 года мы с мужем отправились в город Таранто и попали там на две интересные бесплатные экскурсии. Необычные экскурсии. Почему бесплатные, почему необычные? Эти экскурсии проводят военные. И на первой экскурсии мы были на базе НАТО, военно-морская база, и там были корабли военные, всякие огромные авианосцы, корабли транспортные. Был корабль, на котором целая больница, целый госпиталь был внутри с новейшим оборудованием. И также мы попали на корабль, который нес вооружение, из которого стреляют. В общем, такая экскурсия. Доступ открывали во все корабли, но не везде разрешали снимать, между прочим. Поэтому кое-что я поснимала, но кое-где было все занавешено, и нас предупредили, что здесь снимать нельзя. Так как эти экскурсии проводит военный персонал, то им запрещено брать за это оплату. Но бывают такие дни, когда у них такой устраивают open day, то есть день открытых дверей, и можно пройти на какую-нибудь военно-морскую базу и все это посмотреть. В общем, сейчас покажу вам то, что я снимала на этих кораблях. Это видео может быть очень интересно мальчишкам. В частности, мой муж был в полном восторге. Он с таким удовольствием это все осматривал. Ему было очень интересно. Я думаю, что это больше мальчишеская тема, но и мне тоже было интересно посмотреть, как это все функционирует. На базе находилось много кораблей. На следующий день они должны были отправляться из порта, но вот в этот день был открыт доступ, можно было посетить любой. Мы выбрали несколько штук, самых основных, самых главных. Поэтому, если вам видео это интересно, продолжайте смотреть. Мы ехали на машине. В этот раз мы поехали по платной автостраде. Видите, вот мы въезжаем на эту автостраду. И что хочу сказать, друзья мои, по платной автостраде оказалось ехать гораздо приятнее, чем по обычной скоростной дороге. Дорога пустая, свободная машина, раз-два и обчелся, никакого тебе трафика. Мне очень понравилось ехать именно по платной автодороге, потому что вся дорога от Бари до Таранто заняло что там около часа. Ну, как-то мы очень-очень быстро приехали. Было просто супер. Если сравнивать поездку по обычной дороге и поездку по автотрассе, то мне, конечно, больше понравилось ехать вот по этой платной автодороге. Сами дороги удобные, комфортные, все классно. А может быть, не было машин, потому что это был праздник 1 мая. Может быть, люди никуда не ездили в этот день, и поэтому была пустая дорога. Не могу сказать. Ну, вот так вот совпало. У меня уже есть несколько видео из города Таранто на моем основном канале, на втором моем канале Олеся in Wonderland тоже есть прогулки из Таранто. Я обязательно в конечных заставках оставлю ссылку на этот канал, можете пройти посмотреть. А в описании этого видео оставлю ссылки на видео из Таранто. Там мы гуляли по старому городу Таранто, тоже такая интересная прогулка. Но вот 1 мая, когда мы поехали, у нас времени было не очень много, поэтому в старый город мы заезжать не планировали, а планировали поехать именно вот в эти два места на бесплатные экскурсии. В частности, на военно-морскую базу. Первая экскурсия была, и вторая экскурсия была еще более интересная, ну, лично для меня, потому что я люблю всякие древности, вы знаете, меня хлебом не корми, дай по старинным церквям походить, посмотреть, позалипать, поснимать. Поэтому вторая экскурсия была тоже, кстати, бесплатная в замок в Таранто. Там есть Арагонский большой красивый замок, но это будет уже, наверное, в следующей части видео. Разделю это видео на две части, чтобы не было очень долго. Вот, в этой части пойдем с вами только на военно-морскую базу. Как попасть на подобную экскурсию? Как пробраться в сердце базы НАТО и там погулять? Дело в том, что подобные экскурсии, вот конкретно в Таранто, например, Марина Милитари часто устраивает Open Day. Да? Это можно найти в интернете по запросу Porte Aperte della Marina Militare или Open Day Marina Militari. Вот. И по разным городам. Я так понимаю, что такие базы есть, наверное, же не только в Таранто, в разных городах есть такие базы, поэтому можно поискать просто Open Day и пройти и посмотреть. Но на самом деле очень познавательно, очень интересно, впечатляют масштабы.
особенно на вот этом большом авианосце, ну, это просто взрыв мозга, как это все устроено, какая огромная там платформа для взлета самолетов, какой там огромный ангар внутри, в нем могут самолеты находиться. Такие дни открытых дверей устраивают по разным поводам, и когда происходит день открытых дверей, то это заранее объявляется, эта информация, она печатается в СМИ, ее можно найти в интернете, они пишут, кто может посетить, какая часть будет открыта для посещения, для людей, какие корабли будут стоять пришвартованные и в какое время их можно посмотреть. Когда мы приехали, людей было очень много было семей с детьми. Наша Розалия с удовольствием сидела в креслах, щелкала там тумблеры всякие. Наверное, она представляла себя капитаном корабля, вот, поэтому ей тоже все это дело очень понравилось. Были итальянцы, были иностранцы. В общем, любой человек любого возраста может свободно пройти. База по территории большая, поэтому там можно было даже на военном автобусе подъехать немножко поближе. Мы так и сделали, кстати, чтобы не заблудиться. Подъехали к кораблям, и обратно от кораблей мы подъехали на автобусе. Первый корабль, который мы посетили, это был Наве Кавур. Огромнейший, просто огромнейший корабль. Это самый большой авианосец военно-морских сил Италии. Его общая длина 244 метра. Когда мы поднялись наверх, нам рассказывали, что взлетно-посадочная полоса 220 метров. Ну, он просто поражает воображение, на самом деле, все эти объемы. Кстати, когда мы ходили по кораблю, то с нами был экскурсовод, и рассказывали некоторые факты, рассказывали некоторые интересные вещи про этот корабль. Экскурсовод, конечно же, на итальянском. Это один из сотрудников корабля, которому доверена сегодня вот эта вот миссия. У этого корабля огромнейший ангар внутри. Там 2500 квадратных метров. И представляете, внутри может поместиться до 12 вертолетов. А в случае крайней необходимости, во время аварийной ситуации, они даже могут поместить в ангар около 16 самолетов. Наве Кавур был задуман не только как военный корабль, но и как корабль, который может выполнять задачи невоенного характера в случае катастроф. В частности, первая оперативная миссия Наве Кавур, она была в 2010 году на Гаити для того, чтобы помочь населению, пострадавшему от землетрясения. В чрезвычайных ситуациях, благодаря авиации, корабль Кавур может развернуть на земле центр помощи на 250 человек. Также может помочь в эвакуации гражданского населения. У него там поместится до 700 коек. Также на нем есть лазарет с 2 полными операционными, в которых одновременно могут выполнять сложные операции. В общем, находиться внутри было очень интересно, узнавать это все было тоже очень интересно. Единственное, что мне не понравилось, когда мы передвигались по этому кораблю, это спускаться вот по этим узким лестницам. Это что-то как-то было не очень интересно. Лестницы крутые, узкие, девушки с объемами, было пройти там не очень комфортно. Ну, я так понимаю, они, наверное, и не предназначены для девушек с объемами, а предназначены для молодых, спортивных, стройных, крепких парней и девушек. Следующий корабль, который мы посмотрели, был транспортный корабль «Вулкано». «Вулкано» может поставлять топливо, смазочные материалы, боеприпасы, запасные части, продовольствие, воду и многие другие материалы, необходимые для разных операций. Кроме этого, он может выполнять работы по техобслуживанию и работы в части здравоохранения. Внутри корабля «Вулкано» оборудован госпиталь на плаву. Там есть целых 2 хирургических кабинета, реанимация, ожоговая, стоматологический кабинет, современнейшее оборудование для обследования. По кораблю нас тоже сопровождали специалисты, все рассказывали, показывали, отвечали на вопросы, если нас что-то интересовало. В общем, тоже такой очень интересный корабль. Здесь стояло в этом месте 2 корабля похожего типа, «Вулкано» и «Этна», и они выполняют похожие функции.
Ты будешь командиром корабля, да? Ну и последний корабль, который мы посмотрели, это был военный корабль. На нем нам показали фильм. Снимать было почти ничего нельзя, но зато можно было вот тут вот штурвалы покрутить, можно было погулять немножко, посмотреть. Тоже провели нам экскурсию, рассказали, показали, как что работает, локаторы эти огромные, где пушки стоят. В общем, тоже было довольно увлекательно. Мы с огромным интересом посмотрели, послушали. Вот такая, друзья, была экскурсия. Я надеюсь, что вам это видео было интересно. Если это так, с вас лайк. Подписывайтесь на канал. Продолжение темы бесплатных экскурсий будет в следующем видео. Мы там пойдем замок Арагонский смотреть, поэтому кому интересно, оставайтесь со мной, оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, лайки ставьте обязательно. Это мне очень-очень помогает и мотивирует не бросать это дело, а продолжать делиться с вами зарисовками из итальянской жизни. В общем, увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, всем пока-пока.